Когда спрашиваешь иностранцев, что самое трудное в русском языке, обычно слышишь один и тот же ответ – падежи. Сегодня давайте разберем эту тему. Зачем нужны падежи? Когда они используются и как изменяются слова в русском языке. Поехали! Сначала давайте ответим на вопрос, зачем нужны падежи. Связь слов в предложении может передаваться через четкий порядок, как это происходит, например, в английском. I love mom and dad, mom and dad love me – это две совершенно разные по смыслу фразы, и разница передается через строгий порядок слов – субъект, действие, объект. В русском же языке связь слов передается через падежи. Например, я люблю маму и папу люблю я. Это по смыслу две одинаковые фразы, хотя первый вариант использовать привычнее. Поэтому, чтобы вас правильно понимали, вам нужно изучать падежи. А теперь давайте посмотрим, какие падежи существуют в русском языке, в каких ситуациях они используются, как изменяются слова. В этом видео я буду говорить только о существительных единственного числа, чтобы не перегружать вас информацией. В русском языке есть 6 падежей. Падеж 1 – именительный, падеж 2 – родительный, падеж 3 – дательный, падеж 4 – винительный, падеж 5 – творительный и падеж 6 – предложный. Я привыкла называть падежи по цифрам 1, 2, 3 и так далее. Но если вы знаете полные названия падежей, это может быть для вас даже полезно, потому что они говорящие. То есть эти названия помогают нам понять, в какой ситуации используется тот или иной падеж. Например, название творительного падежа указывает нам на то, что мы делаем что-то каким-либо инструментом. Я пишу ручкой, он рисует карандашом и так далее. Но, повторюсь, знать полные названия падежей совсем не обязательно. Сначала давайте посмотрим, как существительные единственного числа изменяются по падежам, а потом в каких ситуациях используется тот или иной падеж. Напоминаю, что в этом видео мы говорим только о существительных, мы не говорим о местоимениях, прилагательных, числительных, и мы не берем множественное число. У меня есть герои, это Максим, это Марина. Они будут помогать нам смотреть, как их имена изменяются по падежам. Итак, давайте с вами откроем первый падеж, именительный, номинатив. Он отвечает на вопросы «кто», «что». Вы его хорошо знаете. Существительные мужского рода в первом падеже оканчиваются на твердый согласный, например, брат, телефон, на «е», например, музей, и мягкий знак, например, преподаватель. Слова женского рода оканчиваются на «а» – мама, «я» – семья, «ия» – аудитория, мягкий знак – тетрадь. Обратите внимание, что и в мужском, и женском роде есть слова, оканчивающиеся на мягкий знак. Если вы изучаете русский язык на элементарном уровне, вам нужно сейчас просто запомнить несколько слов. Например, он – преподаватель, словарь, она, тетрадь, мать, ночь. Слова среднего рода оканчиваются на «о», например, окно, «е», например, море. И давайте посмотрим на ситуацию, когда мы используем падеж 1. Например, кто это? Это Максим. Максим – это он.
и Марина. Марина – это она. Теперь давайте откроем следующий падеж, второй, родительный или генитив. Он отвечает на вопросы кого, чего. Существительные мужского и среднего рода во втором падеже имеют окончание «а», «я». Например, это Максим, у Максима есть компьютер. Максим, у Максима есть компьютер. Слова женского рода имеют окончание «и». Например, это Марина, у Марины есть карта. Марина, у Марины, а изменилась на «и». Когда именно мы используем «а», «я», «и», вы можете посмотреть в полной таблице падежей, которую я отправила вам в своем телеграм-канале. Скачивайте по ссылке в описании. А сейчас давайте посмотрим на следующий падеж. Третий падеж. Дательный. Dative case. У него есть вопросы кому, чему. Существительные мужского и среднего рода в третьем падеже имеют окончание «у», «ю». Например, это Максим, Максиму 26 лет. Женский род «е-и». Это Марина, Марине 27 лет. А-е. Смотрим четвертый падеж, винительный аккузатив. Он похож на падеж 1 и на падеж 2. Если существительное мужского рода неодушевленное, вопрос «что?», то слово не изменяется. Например, что это? Это футбол. Максим любит футбол. Если слова мужского рода одушевленные, то мы изменяем как падеж 2, а я. Например, Марина любит Максима. Кого? Она любит Максима. У Максима есть компьютер, любит Максима. Слова женского рода в четвертом падеже имеют окончание «у-ю». Например, Максим любит музыку. Музыка, музыку, а-у. И слова среднего рода не изменяются. Например, что это? Это кино. Максим любит кино. Падеж 4 равен падежу 1. Следующий падеж 5. Пятый творительный instrumental case. Вопросы кем, чем. Существительные мужского и среднего рода имеют окончание ом, ем. Например, это Максим. Марина гуляет с Максимом. Ом, с Максимом. Слова женского рода имеют окончание о, ей или ю после мягкого знака. Например, это Марина, Максим гуляет с Мариной. С Мариной. Ой. И последний падеж 6. Падеж 6. Предложные prepositional. Слова мужского, женского, среднего рода в этом падеже имеют окончание е, и. Опять же, когда какое окончание используется, посмотрите в моей подробной таблице по падежам. Давайте посмотрим примеры. Марина думает о Максиме. Марина. Максим думает о Марине. Мы посмотрели с вами, как существительные изменяются по падежам. А сейчас давайте посмотрим, в каких ситуациях используется каждый падеж. Первый падеж. Вопросы. Кто это? Например, это Максим. Это мой брат. Максим, мой брат, падеж 1. Что это? Это телефон. Кто Максим по профессии? Максим программист. И Максим, и программист используются в первом падеже.
Что Максим делает? Максим работает. Здесь у нас субъект действия, поэтому мы используем падеж 1. Как называется эта книга? Эта книга называется «Война и мир». Пожалуйста, не путайте вопросы «как зовут» и «как называется». «Как зовут» мы используем, когда говорим о человеке или о животном. «Как называется» мы используем, когда говорим о предмете. Как называется эта книга? Падеж 1. Эта книга «Война и мир». Есть и другие ситуации, в которых используется номинатив, о них я скажу чуть позже. Второй падеж – генитив. Вопрос «откуда?» Откуда Марина? Она из России. У кого есть ручка? Обратите внимание, ручка – это падеж 1. У кого? Падеж 2. У кого есть ручка? У Максима, у Марины. У кого, где нет? После слова нет мы также говорим падеж 2. У Максима нет машины. В доме нет лифта. Лифт нет лифта. Вопрос чей, чья, чье, чьи. Например, чей это телефон? Это телефон Марины. Часть от целого. Москва – столица России. Столица – это часть, Россия – это целое, столица России. Также второй падеж мы используем со словом «сколько». Мы говорим в сегодняшнем видео только о единственном числе существительных, поэтому берем сейчас только числа 2, 3, 4. Например, 2 брата и 2 сестры. Обратите внимание, существительные мужского среднего рода мы говорим 2, женского рода мы говорим 2. 3 яблока, 4 минуты. Также есть вопрос, какое сегодня число? 24 мая. Название месяца используется во втором падеже. 24 мая. У второго падежа есть и другие значения, их очень много. Мы с вами разобрали самые основные. А сейчас давайте посмотрим, когда мы используем третий падеж, дательный падеж. Вопрос «кому?». Например, я купил подарок маме. Мой брат позвонил отцу. Вопрос «кому» используется после некоторых глаголов, которые вы можете запомнить. Например, звонить, позвонить, писать, написать, покупать, купить и другие. Также падеж 3 используется, когда мы говорим о возрасте. Сколько лет? Максиму 26 лет, Марине 27 лет. С глаголом «нравится». Например, Максиму нравится рок-музыка. Обратите внимание, рок-музыка стоит в первом падеже, Максиму в третьем. Марине нравятся настольные игры. Настольные игры падеж 1, Марине, кому падеж 3. Надо, нужно, что делать, что сделать. Нужен, нужна, нужно, нужны. Что падеж 1. Перед этими словами используем падеж 3. Максиму надо, нужно делать проект. Марине нужен новый компьютер. Новый компьютер падеж 1. Марине падеж 3. Кому, как. Когда мы говорим о состоянии, мы тоже используем третий падеж. Например, Максиму скучно, Сергею больно, Марине интересно изучать английский язык. Вопрос к кому, который мы используем с глаголами движения. Если мы идем к человеку, если мы говорим не о месте, а о человеке. Например, Марина едет к Максиму в Москву. Максим ходил к Марине в гости. У третьего падежа также есть и другие значения, о них будем говорить позже.
Четвертый падеж, винительный, аккузатив. Вопрос «что?». Максим любит музыку. Марина приготовила ужин. Что? Это вопрос прямого объекта. Кого? Тоже. Мы говорим четвертый падеж после глаголов любить, читать, прочитать, писать, написать, слушать, послушать и других. Еще раз, что, кого? Значение прямого объекта. Кого? Максим любит Марину. Марина любит Максима. Вопрос как зовут? Как зовут? Например, моего друга зовут Максим. Максим падеж 1. Мою подругу зовут Марина. Марина падеж 1. Но мою подругу, моего друга падеж 4. Вопрос куда, который мы используем с глаголами движения. Летом Максим и Марина ездили в Казань на экскурсию. Вопрос когда, а именно в какой день недели. Например, Максим отдыхает в субботу и в воскресенье. Суббота в субботу, воскресенье в воскресенье. Также есть другие значения. А сейчас пока давайте посмотрим пятый падеж. Творительный, instrumental case. Вопрос с кем? Марина говорит с Максимом. Максим любит гулять с Мариной. Вопрос с чем, который мы используем обычно, когда говорим о еде. Я люблю чай с молоком. Русские едят бутерброды с икрой. Это икра. Вопрос о профессии. Кем быть, работать, стать. Например, Максим работает программистом. Марина хочет стать медсестрой. Чем заниматься, интересоваться, увлекаться. Максим занимается спортом. Марина интересуется политикой. Вопрос чем, что делать, сделать. То есть, когда мы говорим о каком-либо инструменте. Я рисую карандашом. Также есть и другие значения. И последний падеж, падеж 6, предложный, prepositional. Конечно, тут вопрос где. Например, Максим живет в Москве, Марина была на концерте. Вопросы о ком, о чем. Марина думает о Максиме, Максим читает книгу о России. Вопрос на чем. Я езжу на работу на автобусе. Максим и Марина катаются на велосипеде в парке. На чем, значит, какой транспорт мы используем, да, чтобы ездить куда-либо. Также мы используем падеж 6 с вопросом когда, а именно, когда мы говорим о неделе, месяце или годе. Например, мой день рождения в декабре, в январе, в мае и так далее. Сегодня мы рассмотрели с вами сразу все падежные формы существительных единственного числа. Я взяла только базовые значения падежей. Напишите в комментариях, нужно ли делать продолжение этой темы. Если хотите, попробуйте составить собственные примеры по каждому падежу, и я дам вам обратную связь в комментариях. А у меня все. Пока-пока!